Здравствуйте всем! В эфире АРУ ТВ, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Здравствуйте, Аркадий. Добрый вечер. Меня зовут Артем Остапенко, и мы решили спросить экспертное мнение Аркадия по поводу заявления Никола Пашиняна о готовности признать Карабах. Что вдруг такое случилось? И где это такое случилось, что по прошествии стольких лет так легко Пашинян заявляет о готовности хоть сейчас признать Карабах при условии сохранения, прав армянского меньшинства? Артем, во-первых, это не новость. Никол Пашинян об этом заявлял еще в апреле. Может быть, это звучало не очень выразительно, но когда он говорил, что он согласен подписать мирное соглашение с Азербайджаном при условии, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и наоборот, Азербайджан признает территориальную целостность Армении в тех рамках, в которых они существовали на момент 1991 года, когда была подписана Алматинская декларация о окончательном распаде Советского Союза. В тот момент в состав Азербайджана входил Карабах. Первые заявления Пашиняна звучали не так откровенно. Он просто оставил право трактовать это заявление Баку, что тогда это означает, что Карабах останется в составе Азербайджана. Но потом уже было сказано более ясно, так же, как это было сделано вчера. А что это означает? Это означает, что Баку и Ереван, в общем, достаточно далеко продвинулись в готовности подписать мирное соглашение, но остается, наверное, еще больше половины пути, на мой взгляд. Та часть, которая она прошла в Вашингтоне и Брюсселе, и будет продолжена еще в Европе, в Кишиневе 1 июня. И вот теперь Пашинян сделал это заявление, отправляясь в Москву, где у него состоится встреча 25 мая с Путиным, Алиевым, которая должна продолжить эту серию РНДУ. Главным условием для Армении, почему она соглашается с передачей Карабаха Азербайджану на условиях гарантий прав карабахского населения армянского, которое должно быть под международными гарантиями, это тоже должно быть одним из условий соглашения, является требование Армении к Азербайджану гарантировать неприкосновенность Армении, да, не нападение на Армению. Это витальный вопрос для Армении. Речь идет о сохранении ее как государства, на которое покушается, в общем, до сих пор Азербайджан, откусывая потихонечку каждый раз какое-то количество квадратных километров уже после победы в 44-дневной войне. Вот такая история. Ее продолжение еще связано с заявлениями по поводу реальной возможности выхода Армении из ОДКБ. Это мой был следующий вопрос. Что это значит в взаимоотношениях Армении и России и вообще влияние России в регионе? Пашинян уже в прошлом году поставил вопрос о принципе, о том, что ОДКБ не выполняет своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, которая является членом ОДКБ. В сентябре прошлого года это выразилось в том, что Пашинян, возглавляя на тот момент председательство ОДКБ и проводя саммит у себя на родине в Ереване, отказался подписывать итоговые документы ОДКБ. Это, в общем, довольно скандальная была ситуация. И он заявил, что он не подписывает, поскольку ОДКБ отказалась дать политическую характеристику политики Азербайджана по аннексии армянских территорий. То, о чем я говорил минуты раньше. Эта ситуация не изменилась до сих пор. Прошло уже полгода. Пашинян теперь идет дальше. Он говорит, раз ОДКБ оказывается настолько недееспособна, что не может обеспечить безопасность Армении, то мы вынуждены искать другие способы обеспечить эту безопасность. Поэтому он повторил известную свою, так сказать, изысканную фразу, что, мол, это не ОДКБ, это не Армения выходит из ОДКБ, это ОДКБ уходит из Армении, но так или иначе, если представить, а это не просто представить реальный выход из ОДКБ, это целая, так сказать, целая процедура. Короче говоря, если это случится, то
у Армении оказываются развязаны руки, поскольку она сможет размещать на своей территории военные инфраструктуры третьих стран, ну, скажем, откровенно западных стран. Потому что, будучи членом ВДКБ, согласно уставу организации, она не имела возможности без согласования с партнерами вот эти структуры у себя размещать. Ну, назовем их сразу базами. Армения готова, уже фактически Пашинян анонсировал начало переговоров о обеспечении безопасности с западными партнерами, в том числе и военной. Вот буквально в эти дни приезжали в Ереван, и Пашинян принял высокопоставленных американских военных, которые как раз и обсуждали эти проблемы безопасности. Так что вопрос, в общем, стоит достаточно остро. Но в Москве эти переговоры, конечно, выглядят, скорее всего, как имиджевое событие, поскольку очевидно, что из рук Москвы ускользают рычаги воздействия на партнеров по этому конфликту. И Пашинян, ну, что называется, как я вот уже писал, в общем, дает возможность Москве спасти лицо, как одному из главных еще недавно миротворцев. В конце концов, именно с помощью Москвы остановили войну 44-дневную, да, 3 года назад. И это такая, в общем, дипломатия, которая была со стороны Армении обставлена жесткими красными линиями. Да? Чего можно ожидать реально достижения мирного соглашения, а он отверг саму возможность достижения какого-то мирного договора в Москве. И это совершенно всем очевидно. Так что это, в общем, такое дипломатическое операция прикрытия. Ну, тут получается уже не только дипломатия, но и геополитика. Все, чего боялся Путин, случается. Вот Финляндия вступила уже в НАТО, граница НАТО продлилась на многие сотни километров, а то и тысячи, да. А в Армении скоро будут западные, значит, военные базы, американские или чьи-то там, то есть как-то... Вероятность, Артем, этого появляется реальная, пока еще не появились. Армения не так независима в принятии своих решений, как, скажем, Финляндия. И потом мы не должны забывать, что на территории Армении до сих пор находится 102-я военная база России в городе Гюмри у границы с Турцией. Так просто эту базу выйти не заставишь. Вот если может ли этот опыт быть расширен на другие регионы, на другие точки, где Россия была миротворцем? Ну, например, возьмем Приднестровье, о котором в последнее время много говорят, и в контексте там, что Украина может как-то разоружить эту группировку российскую в Приднестровье, или там будет какой-то конфликт, или еще что-то, и продолжение этого разговора, который вы упомянули, будет проходить в Кишиневе. Вот в других местах может тоже какие-то подвижки вот этих застарелых конфликтов замороженных произойти? Ну, в общем, по большому счету, как бы в историческом контексте разморозка конфликтов, которые имеют место на пространстве СНГ за эти 30 с лишним лет, я полагаю, началась. Но это не значит, что вот они пойдут, так сказать, таким водопадом, да, цепной реакцией. Это означает, что теперь появляется окно возможностей, причем не всегда в лучшую сторону. Конфликт в Приднестровье может быть использован, в общем, так сказать, разными сторонами в своих целях. Как России, что кажется очевидно, поскольку там у нее есть своя военная группировка, так, ну, назовем вещи своими именами, и Украины тоже. Так что здесь, в общем, возможны варианты, как говорится. А другие какие-то, ну там та же Абхазия, Южная Осетия, допустим, это тоже там может что-то новое возникнуть? Ну, есть такие, так сказать, доводы, которые обычно озвучивает руководство нынешней Грузии. Считается, весьма находится в лояльных отношениях с нынешним руководством Кремля. Говорит о том, что это руководство Грузии, всеми силами пытается воспрепятствовать открытию второго фронта, который ожидает от них, так сказать, в Киеве и те, кто, так сказать, стоят за Киевом, то есть западные, так сказать, кураторы якобы, да. Что такое второй фронт? Второй фронт – это значит, что Грузия может начать какие-то действия по
возвращения себе Абхазии и Южной Осетии. Да, что, в общем, теоретически должно поставить Россию в совершенно невообразимое тяжелое положение. Да? Да. И, А если это будет одновременно с Приднестровьем еще, то это такой прям сценарий уже даже есть. Совершенно верно. Это можно гипотетически развить в такую, не то что дугу нестабильности, я бы сказал, это такой, знаете, мешок, ловушка, большая ловушка, в которой может оказаться Россия. Но это весьма и весьма пока на сегодняшний день выглядит гипотетически. Я бы не приветствовал напрямую такое развитие событий, потому что оно, в общем, может спровоцировать на не очень, так сказать, адекватных деятелей в России на неординарные, так сказать, реакции. Это мы, живя в России, мы это понимаем. А как вам кажется, по мере ослабления России, если Россия окончательно будет понятно, что все, Россия проиграла в этой войне, может быть, эти все замороженные конфликты, ну возьмем хотя бы 3, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, будут бескровно решены путем просто договоренности с этими местными элитами, у них тоже есть свои интересы? Артем, я отказываюсь говорить на тему, значит, выигрыша или поражения. Уже довольно много времени, отвечая на этот вопрос, я говорю, дайте мне, пожалуйста, критерии, по которым мы будем судить о победе Украины, либо о победе Москвы или не проигрыше Москвы. Таких критериев мы можем с вами наговорить сколько угодно, но ни один из них не будет близок к реальности. Да? Одно предложение звучит от господина Киссинджера, второе предложение звучит от Папы Римского, а третье там, от китайского председателя Си. Что значит в нынешних условиях поражение России? Как его можно представить? Чем удовольствовать? Ну, довольно просто. Выход вооруженных сил Украины к границам Украины по данным на 91 год. А я не могу себе этого представить. К сожалению или к счастью, я не могу себе этого представить. Я хорошо вижу, что происходит сегодня в Белгородской области России, но это, так сказать, это совершенно не означает, что Украина в силах выдавить российские войска силой. Да, это немножко другая тактика. Поэтому, честно говоря, я не хочу обсуждать настолько гипотетическую ситуацию, которая, в общем, не выглядит для меня, как аналитика, на сегодня реальной. Ваш ответ понятен. Спасибо, Аркадий. Благодарим, что нашли время принять участие в эфире АРУ ТВ. Ну, надеемся, по мере развития событий вы еще к нам заглянете. Спасибо большое. Да, нас ждет веселое время. Спасибо. Это правда. До свидания. До свидания.